Всем привет! Очередная камера видеонаблюдения с AliExpress. В этот раз магазин J. Craftsman. Очередная камера на видеообзоре. Качественный вариант камеры, не поворотная, приходит в фирменной упаковке. Сразу можно это заметить. Изначально упаковка идет качественная. Ну и магазин отличается более ответственным отношением к покупателю. И, как правило, у них всегда качественные продукты. Встречает нас сразу инструкция. И видно, что есть первый плюс. Это понятный русский язык для нас. Простое руководство. Огромный плюс. Почему? Потому что вам не нужно будет нигде искать информацию по камере. Все вы можете, основные настройки, подключения, все варианты, все описано в цветной вот такой вот книжечке. Это очень классно. В общем-то, подключить-то мы с вами ее подключим. Покажу я вам как. Это сложностей никаких не вызывает. И я думаю, эту камеру будут заказывать те люди, у которых уже есть дома система видеонаблюдения. Из видеорегистратора, сразу скажу, видеорегистраторы при этом могут быть Hikvision, Dahua, XMI-евские видеорегистраторы. Все видеорегистраторы, которые поддерживают ONVIF протокол совместимости оборудования разных производителей. Эта камера будет с ними работать 100%. И почему вы, именно вот тот человек, который имеет дома систему видеонаблюдения, должны выбирать эту камеру? Потому что она обладает отличной дневной и, что немаловажно, ночной картинкой. Все это посмотрим в дальнейшем, потому что я при вас первый раз достаю камеру, рассматриваю ее, подключаю и буду видеть с нее картинку. И, соответственно, покажу вам это все дело на видео. В комплекте стандартно идет крепежный элемент, муфта на RJ45 в черном полностью исполнении. Кстати, как собирать правильно муфту, есть у меня видео отдельное на канале. Кому нужно, ссылку оставляю. И шестигранник черный. Говорит о том, что у нас кронштейн регулируется, фиксируется именно винтами под шестигранник. Корпус идеальный, металлический. Матовая краска сверху белая, алюминиевый сплав. Мощный корпус. Такими корпусами комплектуются камеры Hikvision, камеры Dahua, все камеры мировых брендов, производителей. Вот именно такой корпус. Сразу скажу первый минус. Это как показывает опыт. Можно это назвать минусом. Можно это просто отнести к небольшому неудобству начальному. А именно регулировка данного кронштейна. Кто сталкивался, тот меня поймет. В нескольких местах нужно отпускать фиксаторы, винты, регулировать камеру. И потом в трех положениях, то есть 3 фиксации есть. В данном варианте, где прокручивается камера, в этом варианте, где меняется угол. И здесь камера также фиксируется и прокручивается сам ее цилиндр. Это все нужно один раз выставить, помучаться. Потому что не всегда точно получается. Нету такой плавной регулировки данного кронштейна. Она идет как бы ступенчатая. Вот иногда кажется, вот хотелось бы где-то что-то среднее, но не получается. Идеальный в данном случае кронштейн с шаром, с фиксацией. Но в данном случае вот такой вот кронштейн. Зато здесь идеальная фиксация, которая не собьется в последующем. Если с шаром есть вариант, что вдруг гайка может отпуститься и камера куда-то уйдет в сторону, то здесь при должной фиксации этого не произойдет. Сам по себе корпус надежный, полностью алюминиевый, из толстого алюминия сделан. Камера, какой ее огромный плюс, это матрица Sony. Есть вариант заказать по ссылке камеру в данном корпусе, в данном исполнении с 5-мегапиксельной матрицей. IMX335, кажется. И вариант с 4-мегапиксельной матрицей. Также Sony. Если у вас видеорегистратор не поддерживает 8-мегапиксельный вариант, то вот ваш 5-мегапиксельный вариант. Если с заделом на будущее хотите купить, можете заказать 8-мегапиксельный вариант. Там будет возможность у вас уменьшить разрешение. Поставить 5 мегапикселей. И видеорегистратор ваш ее возьмет. Тот, который поддерживает по максимуму 5.
Соответственно, та камера будет дороже стоить, но я вам скажу, что 8-мегапиксельные варианты матрицы не отличаются даже Sony хорошей ночной картинкой. Поэтому, наверное, вот 5-мегапиксельный вариант будет та золотая середина. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. В комплекте даже идет разметочная такая наклейка для разметки крепления камеры. Какой еще плюс? Камера имеет микрофон. Микрофон встроенный, и это очень классно. Не имеет камера карты памяти. Камера чисто IP, предназначенная для работы в системе видеонаблюдения. Хотя она как компьютер, можно ее использовать самостоятельно. Приложение для отслеживания данной камеры Donale. Есть облачное хранилище. Все это можно. Но идеальный вариант работы, конечно, в домашних системах видеонаблюдения, где много камер. Камера PoE. Уже встроенный PoE модуль. То есть может работать и по 48 вольтам по одному кабелю. С PoE видеорегистратором, с PoE коммутатором. Или же по 12 вольтам. В случае, если по одному кабелю есть вариант глушения 12-вольтового разъема. Пробка. И используем один кабель по PoE. H265 формат сжатия. Очень классно. То есть камера имеет все вот эти моменты, которыми должна обладать современная IP-камера видеонаблюдения. Да, скажете, хотелось бы XMI камеру для работы с видеорегистратором моим XMI-евским. Но это Donale. Скажу вам, уже перешли мы тот момент, когда видеорегистраторы XMI-евские, вот возьмем, к примеру, мой, идеально работают только с XMI-евскими камерами. Эта камера с ним работать тоже будет и выполнять основные функции. Какие функции? Это запись по движению. Ставим. Есть возможность, камера будет, то есть видеорегистратор с камеры будет писать по движению, если вы поставите. И даже по определению силуэта человека. Видеорегистратор будет сохранять записи. Один минус, что это нельзя включать с видеорегистратора, а нужно включать с веб-интерфейса камеры. Камера имеет веб-интерфейс в домашней сети на Chrome, на Internet Explorer. Зашли. Хороший русифицированный веб-интерфейс. Все настройки, все, что нужно, включаем. Все, что нужно, отключаем, меняем. Регулируем картинку, меняем разрешение, меняем формат сжатия. Все глубокие настройки. И это вы будете делать, может, поначалу, пока настроите камеру под себя, под вашу ситуацию, под вашу территорию. Потом вы вникать не будете, камера будет работать в автомате. А с видеорегистратором она будет работать, именно корректно писать то, что вам нужно. Аудио также будет накладываться. По людям ставите, нужно по людям, по движению, по всему, по автомобилям, по разным моментам. Ставите, убираете людей, пишет она по всем моментам. Или же по стоянку. Скажете, да зачем, я лучше тогда куплю 5-мегапиксельный вариант XMI-евской камеры. Также есть вариант купить Sony матрицей и буду пользоваться ей. Скажу вам, что с этих камер, вот именно с Donale, лучше картинка. Тут 5 мегапикселей и реальных 25 кадров в секунду можно ставить в этом варианте. Да, нету определения лица человека, то есть фиксации лица человека. Но эта камера именно выделяется тем, что она имеет лучшую ночную картинку, дневную и ночную. При тех же характеристиках, если мы будем сравнивать с XMI-евской камерой. Ну и кто пользовался данными камерами, кто заходил в веб-интерфейс, в настройки глубокие, могли увидеть, что здесь больше настроек. Здесь, кажется, даже есть возможность отключать ночью ИК, светодиоды ночной подсветки. Но это нужно делать в веб-интерфейсе камеры. Кому такой вариант камеры нужен, то, понятно, люди будут выбирать именно такой вариант. При первом же подключении в домашней сети видеорегистратор мой XMI-евский нашел камеру без проблем по OnVIF протоколу, и добавилась камера на свободный канал без всяких танцев с бубном. По умолчанию
если запрашивает у вас при входе в LMS на компьютере, это CMS, только LMS, вот для доналовских камер, клиент, через который вы можете заходить на камеру удаленно с компьютера. Или же, если в веб-интерфейс в домашней сети, логин по умолчанию админ, пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 для всех этих камер. Картинка с камеры идеальная. Лучшего, в общем-то, и не нужно. Даже вот таким цифровым зумированием приближаю машину и четко различаю я ее номера с расстояния где-то метров 10-15. Тут вопросов нету. На улице пасмурно, картинка четкая, детализированная. По углам нету никаких размытий, объектив хороший стоит. Ну, движущиеся предметы идеальные. Вот как смотришь в окно, то даже на большем расстоянии номера автомобилей можно будет различать. Просто даже цифрой вот так приблизив. Немного картинка как бы видно, что растянута. Ну, 5-мегапиксельные матрицы, даже Sony, таким вот небольшим косячком обладают. Но скажу вам, что невооруженным взглядом, как бы, или же если тебе сравнить не с чем, то ты ничего такого не увидишь. По характеристикам все можно посмотреть как вот на видеорегистраторе, так и в программе на компьютере LMS, так и в веб-интерфейсе. Зайти и переключать разрешение, как я вам говорил, все моменты. Просто давайте посмотрим, чтобы не далеко в дебри не заходить, на 15 канал. Разрешение камеры 5 мегапикселей в данный момент стоит. Можно поставить 4, 3, 2, 1. То есть тот вариант, когда вы эту камеру можете в 2 мегапикселя переключить и использовать со своим старым видеорегистратором, который поддерживает только 2 мегапикселя. Но на будущее вы хотите менять видеорегистратор, и потом вы сможете увеличить разрешение камеры. Формат сжатия 265 и 265X, ну по сути 264 старый. Тоже тот вариант, когда видеорегистратор не поддерживает современный формат сжатия, можно камеру будет переключить. Переключать из веб-интерфейса камеры, но это вы не будете часто делать. Максимум там один раз перед тем, как камерой пользоваться. Так, 25-30. Ну, пробую число кадров переключить, но думаю, что не получится с видеорегистратора. Хотя что-то произошло с картинкой. Картинка какая-то вот. Может и переключилась. Давайте проверим. Число кадров установилось 25. То есть при 5 мегапикселях максимально 25 кадров в секунду. И это можно сделать, как вы видите, с видеорегистратора XMI-евского, то есть другого производителя. Также, я думаю, будет и переключаться разрешение. То есть какие-то моменты по OnVIV, даже думаю основные моменты с этой камерой можно делать. По тревоге, смотрите, автомобили едут, запись не идет на видеорегистратор. Включил я именно момент, вот тревога на 15 канале. В настройки камеры я не входил вообще еще. Вот подключил ее к видеорегистратору и все. 15 включил движение. Варианта люди и все остальное здесь, понятно, на камеру не включишь. Порог можно поменять и область закрасить, поставить. То есть все это здесь стандартно можно. И что я еще поставил в настройках записи на 15 канале. Убрал постоянку, поставил обнаружение тревогу. То есть по идее камера уже должна присылать тревогу на видеорегистратор по движению. Но так как на самой камере в веб-интерфейсе ее включено чисто по человеку присылать тревогу, и это будет присылаться в приложение Donale, тревожное уведомление по человеку. И вот, кстати, смотрите, идет человек и включил видеорегистратор запись, выделяет человека, и здесь значок по человеку. Сработала тревога. И пошла запись на жесткий диск видеорегистратора. Что я вам показываю, что есть возможность с этой камеры на видеорегистратор получать тревожные моменты чисто по человеку. Все, запись выключилась. Людей нету, видеорегистратор не сохраняет запись на жесткий диск. Можно включить постоянку, можно выключить людей
включить все движения, собаки, машины, листья падают, ветки падают, все будет писать. Или же чисто по людям. Вот именно этот момент, когда камера другого производителя работает с XMI-евским видеорегистратором, ну можно сказать, уже не в полной мере, но 90% функционала. То есть эту камеру уже 100% можно использовать с XMI-евскими видеорегистраторами без проблем. В Chrome в поисковой строке ввожу внутренний адрес нашей IP-камеры, логин админ, пароль 123456. Войти и моментально захожу в веб-интерфейс камеры. Основной поток дополнительный, просмотр, воспроизведение, тревога, конфигурация. Русифицировано, заходим в конфигурацию, что нас интересует, сеть TCP/IP. Да, DHCP включена, то есть по идее камера при том, как вы ее включили в свою домашнюю сеть, подключили к роутеру кабелем, роутер присвоит ей свободный IP-адрес. Вы ее сразу найдете. Можете ей присвоить свой IP-адрес, включить статический, все здесь вот в веб-интерфейсе понятно. Все порты. P2P, если вот заходим в следующий момент, P2P, и по умолчанию выключено, нужно включить. Если вы хотите удаленно иметь доступ к камере, в моем случае я сейчас ее подключил к видеорегистратору и могу заходить на нее с приложения XMI, уже не с Donale, а с XMI через видеорегистратор. На видеорегистратор с приложения захожу, с его приложения XMI, и камеру открываю, смотрю запись с нее, с жесткого диска, слушаю аудио, все моменты. Если вы хотите с Donale, чтобы одна вот камера на Donale у вас была, включить нужно P2P. Потому что по умолчанию выключен. И все протоколы, здесь даже есть по идее RTMP протокол, ну надо пробовать в YouTube вещание. И все здесь, информация, система, архив, все моменты, камера, события, детекция движения. Детекция движения включена. Давайте посмотрим, какие моменты, условия записи, условия снимка. Ну, дофига всего, расписание, настройки области, можно по расписанию людей вычислять. Например, нужна вам запись людей чисто по людям с какого-то по какое-то время, например, утром проходная или вечером проходная. Ставите время, камера пишет чисто по людям. Все остальное время, например, пишет или по стоянку, или же не пишет вообще. Моментов много. И вот по расписанию интеллектуальное обнаружение, интеллектуальное. Вот, кстати, люди пошли, тут же видно значок. Область можно день-ночь, на день, на ночь. Нарисуйте область, показывать рамку, не показывать рамку, выделяющую людей, мерцание рамки, включить-выключить. Чувствительность обнаружения, скорее всего, 60% сейчас стоит. Если увеличу, будет дальше выделять людей. Но здесь нужно смотреть, чувствительность может повредить какой-то объект, если рядом будет напоминать человека, то при большей чувствительности камера будет его определять как человека. Поэтому здесь уже сами смотрите. Но даже вот возможность чувствительности управлять есть. Звук при тревоге, ну звука нету, динамика нету. Все моменты, очень глубокие настройки по дням недели или сбросить. Отлично. Вообще вот именно, как я и говорил, камера для тех, кому нужны вот такие вот глубокие настройки. Потому что в XMI-евских камерах таких моментов многих нету. Обнаружение, так, и что-то здесь мотоцикл, электрический велосипед. Вот, смотрите, детекция чего? Human стоит сейчас человек, car. Наверное, нужно снимать с человека и ставить на автомобиль. Переключение именно по автомобилям, мотоциклам, велосипедистам. Это, скорее всего, этой камеры не касается. Ну, вариант, наверное, есть других камер, более функциональных. Или же на задел на будущее. Но вот интересно, что не только по людям, по идее, должна быть интеллектуальная тревога. Ну вот основные моменты, система, информация, обновлять, то есть веб-интерфейс очень классный. И я вам сказал, что заходить сюда вы часто не будете, если не хотите. Один зайти раз, разобраться в камере даже будет полезно. Изображение, и вот именно тот момент, где мы регулируем яркость и контрастности. И здесь
можем ставить или в постоянную цветную картинку ночью, режим VDR, антитуман, антимерцань, то есть различные вот моменты. Нужно пробовать, что работает здесь, что не работает. Яркость LED светодиодов, режим освещения LED, режим работы LED авто вручную. Еще какие-то есть автоматические режимы. LED светодиоды возможно отключать с веб-интерфейса. Яркость и здесь в процентах от 10 до 100, шаг 10. И есть вариант выключить 0%. Вот я выключаю светодиоды полностью. Их можно также включить на 50%. Какую яркость вам нужно, такую и поставите. Вот включил. Все это можно делать и в дневном режиме, и в ночном режиме, как захотите. И видео. Видео имеется в виду потоки регулировать. И вот здесь те моменты, что я вам рассказывал. Регулировка разрешения. Ну, как видим, можно делать это из видеорегистратора. И здесь также по кадрам. 25 максималка при 5 мегапикселях. Думаю, при 2.30 будет, там возможность ставить будет при 3, при 2, наверное, при 4 мегапикселях 30 кадров, кому нужно. И также второй поток регулируем, если нужно. По аудио тоже есть регулировки, настройки. Что еще заметил, наряду с хорошей картинкой, пока дневной, ночью еще посмотрим, офигеннейший звук. Звук просто мощнейший. Ни с одной камеры у меня такого звука на колонках нету. У меня сейчас подключены компьютерные колонки к видеорегистратору. И в онлайне я могу слышать звук с камеры, активировав его. Звук четкий. Микрофон. Вот здесь микрофоны даже лучше стоят, чем в XMI-евских камерах. Очень чувствительные. Ну и чистый звук, нету никаких помех. Автомобили вот ездят, шум улицы. Немного ветра присутствует, но посторонних никаких шумов нету. Хорошая светочувствительная матрица. Sony, так это точно. Вот при небольшом освещении дополнительном, прожектор с этой стороны стандартный мой 7-ваттный светит. Не очень он яркий, и тем более видите вы, все мокро вокруг. И на картинке шумов практически нету. Там, где освещение ей хватает, то вот видите вы, шумов нету. Дальше в темноте, конечно, картинка шумит. Но Sony отличается именно своей вот ночной картинкой, светочувствительностью. Сейчас вот видите, полностью она в цвете работает, в полной темноте. Здесь вот полная темнота, уличное освещение там дальше есть. Если будет какое-то дополнительное освещение, камера может смело работать ночью в цвете и давать хорошую картинку. Целый день камера простояла в тревоге, то есть писала по силуэту человека, все адекватно, вопросов нету. Немного, когда темнело, то видно было, что предметы немного тянутся, но не критично. Кого заинтересовала камера, заходите по ссылке и читайте комментарии, что люди пишут. Камера на самом деле неплохая, на свою стоимость, многофункциональна, много настроек, именно что нравится. Картинка, ну, Sony есть Sony матрица, отличные картинки. Ну и сама камера, корпус, вот все, в общем-то, качественно. Подписывайтесь на канал, группа в Телеграме, мой Телеграм-канал также подпишитесь. Почта есть электронная. Помогаю подбирать оборудование на Алиэкспресс, даю ссылки, вам останется только заказать. Подписывайтесь на канал, очень много камер еще интересных в дороге. Ну и показываю то, что есть, ничего не скрываю. Всем удачи, до следующих видео.